вышел русификатор, поэтому нужно играть с русификатором. Сначала пробую. Вот. Начнем. Сейчас, конечно же, будут субтитры. Уникальный Джейк, слышишь? Держи. Сборщик, брат. Будет все в порядке. Take care of you, buddy. It's gonna be alright. Судя по всему, нам показывает весь дом. Спальня. Довольно уютный дом. Нашего главного персонажа. Прямой эфир из центра и последний новости. Несколько часов назад великое вооружение Киевской больницы появившихся из 30 лиц. Похоже, они меня пренебрегают насилием, и у них могут быть заложники. Держитесь, черные, кто-то слева. По Москве. Камеры правда, вытащите меня отсюда. Это Фрэнк. Он заказал приближение мирно, мы отправляемся. Судя по всему, наш главный герой... О, это ваш дом. Все, что у них есть. Отвечать на телефон каждый раз, когда он звонит. Обязательно. Когда захотите начать главу, используйте вызовы. Чего найдите ключ от машины. Если хотите пройти обучение, используйте фото в гараже. И проверьте свою электронную почту. Периодически проверяйте почтовый ящик. Обязательно. Важные вещи найдете в доме, через некоторое время будут помещены на этот стол. Если хотите поспать, используйте кровать ночью. Когда вы в следующий раз войдете в дом, то проснитесь от платья. Проснитесь от платья. Также вы можете посылать
Контекстная подсказка о том, что сейчас нужно сделать. Надо перенести снаряжение с гаража в грузовик. Дом полон загадок и закрытых дверей. Ну, кстати, теперь буду показывать. Но в каждой двери есть ключ, а на каждой загадке есть свой ответ. Ваше дело найти их. Начнем. Пора на работу, надо перенести сражение с гаража в грузовик. Но сначала мы исследуем наш дом. Довольно темно. Свет. Интересно, можно ли? Наш герой не умеет играть в фортепиано или в пианино. Нам говорили проверить почту, чем получить ключи от машины. Джейк, милые соболезнования. Если хочешь, выиграли. Милые соболезнования. Здорово, Джейк, как ты там держишься? Это такой вопрос, что хотел сказать, что если тебе что-нибудь понравилось, что угодно, просто скажи, ладно? Я знаю, что Фрэнк тебя поддерживает, но я тоже могу тебя поддержать. И любой из отряда тоже. Бля, да Майк вообще рыдал, так что ты не одинок. Позвони мне, лады, серьезно звони, и мы все сможем выйти. Скоро поговорим. Скорее всего, у нашего главного героя кто-то умер. Скорее всего, его жена либо дети. Сомневаюсь, что в этом доме не уже петь. Снизу мы видим много концерта. Наш главный герой любит порубиться. Спал, добрый день. Добрый день. Не хочу все это хрень читать. Так, как выйти? Все. Хорошо, исследуем наш дом. Не будем ничего делать. Все, не берутся. Ладно. Ключ от кухни. Кухня вроде. Ладно. Время летит быстро. О, похоже, наш второй туалет забито. Он испугался. Вот, похоже, наш главный герой. Лысый. Фонарик. Фрэнк, я счастливые воспоминания из другой жизни. Из другой. Привет, мне, когда нашла тебя в старой коробке, я и вправду соскучилась. Ничего не могу с собой поделать. Прочитав эту пыльную страницу, я снова пишу только столько всего произошло, в нескольких словах не написать. Отцу надо было купить тетрадь побольше. Вчера я видел Джессику, и меня из-за этого стала тебя искать. Она почти сразу же меня узнала, а вот и два. Она уже не тащит. Испугался. Не та счастливая девушка, что раньше. Ступает ночь. Она выглядела расстроенной и измученной. Она сказала, что ее родители сбежали. Она жила с дядей обратно. Не понимала, зачем ее родители не бросили. Из-за этого я расстраивалась здорово, что я живу с родителями. Но упомянула мне, похоже, она наконец-то убежала. У нее нет мама, что присматривала за ней, так что мне повезло.
Jake, can you hear me? Ты не слышишь? Look up to the control room if you hear me. Good. So this is your big day, huh? Don't worry, you're gonna do just fine. Move on to the next area whenever you're ready. Alright, let's start with the basics. Get through this room as fast as you can. Jump, duck, climb, crawl through the vent, and get up to the ladder on the other side. If you jump and then crouch in midair, you'll be able to climb some high spots. You just need to time it right. You can even climb in very tight areas like vents by doing so. As you can see, doing a lot of physical action will tire you quite a bit. You want to make sure you don't run out of stamina, or else you won't be able to jump, sprint, or stay in the water for too long. Remember, it's all about breathing, so don't forget to breathe. There's a bunch of crates in the way. You could try to move some of them. The dark one looks heavy. Time to use your shieldless flashlight. Kicking is always a viable solution in close quarters. Don't have any spare batteries. Keep that in mind on the field. Only the ones you're using. Once these run out, your flashlight won't work properly. Look around the drawers for some batteries. Isn't that better? A working flashlight and night vision. Keep in mind that a flashlight is very noticeable, especially in the dark. That's why you have your night vision to remain undetected. But keep in mind, it uses twice as much battery as your flashlight. Okay, see that lever near the door? Flip it. See that door with a keypad on it? It has a randomized code system. The code changes every 10 seconds. You will find the code somewhere on a tablet in the drawers. The code on the tablet updates accordingly. When you find it, you'll have to type it in before it changes. Well done. Remember to be accurate when you use keypads. Some of them might have a limited number of tries, and an alarm might go off if you mess up 3 times in a row. Right, let's talk about your inventory now. As you can see, there are some objects on the tables. You might want to get familiar with them. You can't carry everything you find out there. You have to think about what you will need the most, and that's your decision. The medkit is your best friend. It'll stop any bleeding you might have, and allow you to get right back into the action. The health spray will clean the wound and make you feel a bit better. The bandages will help to stop the bleeding if you get injured. Glow sticks and flares can help you out if you don't have batteries. But keep in mind, flares are loud and won't help you remain undetected. The body armor and helmets will reduce the amount of damage you take, protecting you from potential bleeding effects. We rarely are in combat situations that last more than a day, but you always want to make sure you have a few protein-heavy rations and sugar-heavy drinks with you. You need to be at your maximum potential. And feeding yourself correctly is a very important part of making sure you give it your best. Keep it in mind. Alright, weapons trading. I bet you are itching to get in there. Let's start with the sidearms, and we'll work our way up. Grab the Glock on the table. This is the Glock 17. It's light, it's deadly, and it's reliable. Try to hit the bottles on the concrete. As you can see, fire from the hip is
not an easy business, especially with a sidearm. You might want to aim down your sights for better precision. Alright, nice shooting. Let's get to the submachine guns now. Pick up that MP5. I'm going to randomly pop up targets in the shed. I want you to hit them as they pop up. Good job. Now pick up another weapon from the table. Your choice this time. You can only carry one weapon of each type in the field. You need to be light on your feet, and carrying an arsenal isn't ideal. I'm going to be popping up 2 targets now. Get ready. Hey! Get back behind the line, you hooligan. Now stay between the lines. Shoot the targets from there. Nice shooting. You got this. Now let's move on to the next area for a tactical simulation. You can grab some ammo from the crates behind you before you move on. Hey, what's up, Jake? Сейчас. О, точно. It's me, Mike. You recognize me under all this gear? It's your standard loadout. Vest, mask, that whole deal. Nothing you're not familiar with. But take a good look. You do well to get used to what a friendly target looks like. In the field, you have a split second to identify and neutralize a suspect. And you better be sure it's a bad guy. So Mike volunteered for that part. Whenever you want to give orders, you have to be accurate and efficient. Ask Mike to go nearby the door. Good! If you send your squad mates somewhere and go away, they will eventually try to come back and find you. It's not really smart to leave your mates behind. Now, order him to regroup. Alright, sometimes in specific circumstances, you'll have to give your signal to your team. Whenever you do so, they will breach and clear the area. Once the assault has been given, they might not stop to wait for you, and will do their job with or without you. So once you give the signal, be sure to stick with your team. Alright, you ready for this? Once you give the signal, we're gonna make entry and clear the ghost town of all the targets. We'll do a head count at the end. You ready? Here we go! Target, second floor! Target, second floor! Target, behind the car! Врагов не слышно, не видно. Jake, kick down the door!
You beat me on your first run? I don't believe it. Hey, who's training who here, huh? Кто кого тренирует, а? All right, let's wrap this up. Давай закончим. Sack up. Внимание. Потому что... Hey, untie me quick! Release me! Bang! You're dead. And the last and most important of all rules, everyone is a potential hostile. Do not take hostages for granted. You never know who is a perp. Appearances can be deceiving. Only use lethal force when necessary. Never let your guard down. Welcome to Special Weapons and Tactics, Jake. Вот, кажись, мы прошли обучение. Второй день можно будет. Все готово, проехать назад. Я должен помнить часов на 2, что ли, на 2-3 где-то. So, here's the deal. Apparently, terrorists of an unknown organization took control of an old hospital. Gunshots were reported by a neighbor. There are no commands whatsoever. All we know is that they went inside and started this mess. Now half the city is blocked. We'll drop you on a parking lot near the hospital. It's just one street away, north. You can see it from the parking lot. Go to the top floor in the building in front of the hospital and take up a sniping position. Evaluate the situation and wait for further orders.